Сегодня я хочу показать вам, как сделать самодельные струбцины, ваймы. Вот такого вот типа. Вот они, наши струбцинки. По сути, струбцина — это просто профильная труба с просверленными отверстиями и с приваренными ограничителями. Значит, берем профильную трубу, привариваем к ней гайку через подкладочку. Ну, можно, конечно, и без подкладочки, но будет слишком низко упорчик. Я просто взял квадратненькую профильную трубочку, сверху подложил и приварил гаечку. И по всей длине трубы насверлил отверстий. Дальше сделал вот такой вот ограничитель. Сверлил я это все вручную, обычной дрелькой. У меня тогда еще не было станочка сверлильного. Даже вручную все это можно сделать. То есть я сначала в этой трубке, в кусочке этой трубки, просверлил тоненькое отверстие. Надел ее на трубу. Она, конечно, у меня больше. Но что было, то я и из того я и сделал. Дальше, передвигая с нужным шагом этот ограничитель, я намечался и сверлил уже дальше отверстие. Передвинул, наметился, передвинул, наметился, передвинул, наметился и так далее. Дальше все это снял, рассверлил побольше отверстие здесь и здесь. И вот у нас получился ограничитель передвижной. Сам ограничитель — это у меня вот эта вот профильная трубочка приваренная. Но можно сделать гораздо проще. Вот таким способом. Берется такой же самый кусочек трубки, отрезается две боковушки, ставится на трубу и точно таким же способом сверлится отверстие, намечаются остальные отверстия и просверливается. Этот, наверное, гораздо проще сделать и удобнее. Вот еще один способ сделать задний передвигающийся упор, чтобы не варить его просто из куска трубы. Отмечаем по ширине нашей струбцины где-то вот так, чтобы было чуть-чуть даже короче. Отрезаем
две боковушки по отмеченному размеру. Вот так. Отмечаем нужную нам высоту. Ну, примерно возьмем вот так. Отрезаем. Труба тоненькая, полторашка, это я показываю только для примера. Вот наш упор. Быстро и просто. Сверлим отверстие под этот. И вот наш простой ограничитель передвижной. Это гораздо проще и быстрее, чем делать вот такой упор. Вот. Отрезали. Вот у нас готовый практически задний упор. Вот он будет передвигаться по нашей струбцине. Здесь сверлим отверстие для упора. Все, и он никуда не денется. Такой упор гораздо проще и быстрее сделать, чем вот такой. Но почему-то мне захотелось вот такие сделать. Не знаю, но в этом еще задняя часть у нас гладкая, сюда ничего не выходит. И с этой стороны тоже. То есть на поверхность любую можно просто ложиться, если сделать этот упор короче, и он тоже столу мешать не будет. Положили, передвинули. Ну, не знаю, почему я так сделал. Я рассматривал мысль вот такую сделать, но сначала была у меня мысль, чтобы прижатая трубочка, наш ограничитель со вставленным болтом, была под 90 градусов вот относительно самой струбцины. А потом подумал, что это не столь важно. Даже если трубочка у нас будет наклонена немножко вперед, это даже и лучше. Не будет выдавливать наши заготовки, которые мы будем клеить. Но таким же способом можно и здесь поступить. Вот здесь выбрать немножко больше по этой стороне, чтобы она на 1 градус примерно была даже наклонена вперед, чтобы при, как это показать, чтобы при зажимании у нас не выдавливало вот этим краем. Вот так вот, то вот так вот прижимая, оно не будет выдавливать его наверх. Вот такой ограничитель гораздо проще и быстрее сделать. Сверлим отверстие, и все, наш ограничитель готов. Ну, раз я уже сделал такие, значит, пускай будут такие. В качестве стопора я использовал обычные болты. С другой стороны просто надевал гаечку, чтобы не выпадало никуда. И вот и готово. Дальше. Важная часть — это сам прижиматель. Чтобы не заказывать у токаря какие-то там придуманные там шайбочки какие-то крутящиеся, сделал гораздо проще. Взял просто поменьше трубочку. Вот она, трубочка наша. Немножко срезал углы. Просверлил отверстие в трубочке. Вставил туда шпилечку.
изнутри наживил гайку, с этой стороны зажал гайкой и на полоборотика отвернул, чтобы у нас свободно вращался сам натяжитель. Вот он свободненько болтается. И не надо у токаря ничего заказывать, придумывать. Простая конструкция. Вставляем наш толкатель в гаечку, закручиваем. Вот наш ограничитель, чтобы не цеплялись трубочки углами, я просто их немножко на косую спилил. И вот наш простой толкатель. Не надо ничего заказывать у токаря. Дальше. Вместо ручки какой-то деревянной, там еще что-то, я сделал просто. Гораздо проще и быстрее, чем деревянные ручечки вырезать, приклеивать на гайку. Взял две гайки. Одна чуть большего диаметра. Вот. Вот у нас есть две гаечки. Одна одевается на сам наш толкатель. Вторая гайка немножко большего диаметра, чтобы шпилька свободно в ней проходила. И ставим по обоим сторонам две гаечки, чтобы не выскакивала. Вот и все, наша ручечка готова. С этой стороны ставим одну гаечку. Она у нас будет контргайка. Навинчиваем нашу ручечку. Поджали. И контргайкой сильно прижали, чтобы можно было крутить, не сдвигая. Можно, конечно, и приварить, но я люблю все-таки для обслуживания, чтобы все было максимально разборно и проще. Надо будет снять. Открутил контргайку, отвинтил ручку, снял толкатель. Все, почистить, там зашлифовать, подкрасить там или еще что-нибудь сделать, чем просто варить. Если мы приварим, придется потом обрезать и заново новую гайку наваривать. Вот наш получился простой толкатель. Еще раз повторюсь, все делалось вручную, обычной дрелькой. Да, есть кое-какие небольшие перекосики в отверстиях. Ну, тут совсем чуть-чуть. Но и так все замечательно работает. А вот с этой конструкцией было бы, наверное, гораздо проще. Сейчас для примера покажу. Подняв вот эту вот гаечку повыше, сделав вот такой вот ограничитель, у нас есть возможность использовать и маленькие, и большие заготовочки, то есть тоненькие и толстые. Так как у нас вот эта вот конструкция слегка плавающая, специально мы так сделали, оно очень плотно прилегает к нашей заготовочке. Дальше, с другой стороны, если мы делаем наш ограничитель под наклоном в эту сторону, то есть он случайно, допустим, так получился, вот с таким уклончиком, при затягивании у нас будет клониться вот так вот. Если мы наш ограничитель поставим немножко вот под таким углом, ну это много, конечно, можно чуть-чуть меньше, то при сжимании он будет давить на угол вот этот, и у нас не будут подниматься вот эти досочки. Это нужно лишь в самом начале, потому что впоследствии, когда мы наши заготовочки уже немножко подтянем, мы берем струбцины, дополнительно ставим сверху
и прижимаем. Все понемножечку. Я изначально думал делать струбцины двойные, как видел в интернете. С двух сторон они затягивают, прижимают. Ну, я не знаю, во-первых, может быть, неудобно немножко работать было бы. Или делать съемную часть верхнюю, чтобы откидывать. Когда приготовил наши все заготовки, можно было бы закрыть вторую часть и зажимать. Но такие струбцины, наверное, проще сделать, поэтому их лучше в 2 раза больше сделать, чем на меньшее количество тех струбцин двойных. И приложив струбцину сверху, мы можем ее отрегулировать, поджать снизу, поджать сверху, чтобы у нас не выпячивало заготовочки. Вот эти ограничители у меня получились приблизительно под ровным углом. Есть, конечно, небольшой люфтик, но всегда можно сделать какие-то резиновые накладочки с этой стороны и с этой стороны сразу под нужным углом. Вот такие у нас получились струбцинки. Если бы я использовал модель двойную, сверху и снизу труба, то у нас бы получилось не 10 струбцин, а 5. И такие струбцины гораздо легче изготовить, чем двойные. Хотя я и не пробовал двойные, но можно что-нибудь попробовать впоследствии. Наверное, пару струбцинок двойных все-таки я потом сделаю. А пока и этими я работал вполне отлично. Да, еще скажу, при вот таком варианте ограничителя он не мешает, нам не мешает стол. То есть мы ее свободно можем по столу передвигать, не мешая. А в данном случае, передвигая эту, нам немножко приходится приподнимать саму струбцинку. Так что вот этот вариант будет гораздо красивее, проще и эффективнее.